Для приготовления кяты нужно делать тесто, приготавливать тесто. Для теста нужна мука, вода, соль и одно яйцо. А скажите, пожалуйста, сколько берете муку, сколько берете воду? Это смотря сколько кяты мы будем приготавливать. Ну, 4 штуки. 4 штуки, 300 грамм мука, Так. одно яйцо. А сколько воды? Половина стакана. Половина стакана воды, этого достаточно. Да. Покажите, пожалуйста, каким должно получиться тесто. Ваше Те- тесто покажите. Тесто я заранее приготовила, чтобы тесто özüne gelsin, ne diyeyim. Да, немножко созрело, да? Да, немножко, чтобы созрело. И тесто делим штучно, сколько штук хочешь. Вот я приготовила, у меня получилось 4 штуки кяты. О, Да. Сейчас, а потом начинаем начинку делать. Хорошо, что нужно для начинки? Вот это что у вас такое? Творог. Творог, так. Еще что? Зелень. Такой Расскажите, пожалуйста, какая зелень? Я вижу, что здесь есть Зелень. очень разная зелень. Какая Да. здесь зелень есть? зеленый мука, кинза, этот укроп, Шпинат есть? шпинат есть, да, Крапива. крапивы. Джинджили, вы сказали? Джинджилем, да, так как Это, сказал. знаешь, что такое, как переводится джинджили на русский язык? Мокрица. У нас такая трава встречается редко, можно обойтись без Да. нее. Одним словом, набирается до 7 различных трав в эту начинку. Ну что, давайте делайте начинку, да, а вы я- начинаете раскатывать тесто. я этот Потому что положу. мне не терпится видеть, посмотреть, как это Я получится. эти зелень положу сюда. Немножко соль положу. Немножко соли. Да. Два шпочка так. И что надо? Ну, творог. Творог, всё. да. Значит, вы видели сколько? Вот на 4 кяты полная, полный, огромная, да. как, можно сказать, что если вот обычные суповые косы 400-граммовые, 2 400-граммовые косы зелени, творог сколько взяли? Шор сколько взяли? 250 грамм, что ли. 250 грамм примерно. То есть начинки получается довольно много. Пожалуйста. Вот Тесто так тесто от- раскатываем или еще больше надо раскатать? Это по своему вкусу. Если хотите маленькие кята, тогда Не, нужно... я хочу большой кота. Да. Если маленький, нужно тесто маленькое. Сколько берете начинки? Положите начинку. Накрываем, получается такой огромный чебурек с зеленью. Ну, вы знаете же, да, все знают, Да. что чебурек обычно, конечно, жарят на масле. На. Да, и как Возьми. правило, чебурек это все-таки мясное блюдо. А здесь только зелень и творог. Закрываем тесто, а потом обрабатываем его, чтобы Роликом. роликом, чтобы лишнее... Вот красивая кята получилась. Возможно, что некоторые из вас поспорят со мной. Что это за кята? Это же кута просто очень большой. Но в различных регионах Азербайджана это изделие называют по-разному. Янже называют именно кята. Причем я знаю еще одну, не то чтобы разновидность кяты, а просто абсолютно другую выпечку, которая тоже называется кята. А это уже знакомая вам утварь, которая называется садж. В Азербайджане садж используют очень широко. Его можно использовать и вот так. Например, иногда на нем можно пожарить джизбез. А иногда его используют вот так. Его ставят над огнем, чаще всего, разумеется, над костром. Костер разводят из небольших, толщиной примерно с палец ветвей. И тогда на нем можно выпекать хоть лаваш, хоть кяту. А по сути дела, что такое кята? Лаваш, в который положили
зелень и творог, зелень и сыр. Это традиционное для Азербайджана сочетание. Ввиду того, что Саш чаще всего готовят на живом огне, принято обслуживать его, сидя на ковре. Gelin bacı, gelin buraya. Посмотрите, хорошо нагрелся? Можно начинать? Давайте начнем, пожалуйста. Терпения-то нет. Где твоя палка? Чем будешь? Своими Она руками? да. Смотрите, она там, когда его берет, она его так сложила аккуратно. Ой, горячо. Как вы берете руками? Нет, еще нет. Вот начало выпекаться уже тесто, но еще нет, еще немного. Вообще подсаживать слишком большого огня не надо. Если измерять температуру сахара, что оптимальная его температура для выпечки, что лаваша, что кианты, примерно 225 градусов. Удивительно важная температура для печной кулинарии вообще. Что в печи, когда мы печем лепешки, чурек, лаваш, что в тандыре, что на сам, оптимальная температура поверхности одна и та же. 225 градусов. Тетушка Сидигюль решила разделить тесто, чтобы сделать побольше кяты, чтобы всем хватило. А мне нравится вот такая большая. Я с кем-нибудь пополам. Сидигюль баджи, Далее. один вопрос есть. Например, когда кяту кушают, чем ее можно посыпать? Что к ней еще Ну, можно надо подать? Что еще? Когда Гранаты. подается сумак, Гранат тоже. Это говорит сумак, это говорит гранат. Теперь кого я слушать не знаю. И то, и другое будет очень вкусно. Посыпьте гранатом. У кого есть сумак, посыпьте сумаком. гранатом, Гранатовый да, зернышко. это вовнутрь вместе с зеленью мешает вовнутрь А с это- гранатом, а сумак сверху, когда уже маслом Помажешь. помажешь, а потом сумак Почистить. язырь Вот котык рядом ставят. Не знаю, у нас лично не ставят. Кому как нравится это. Но я не слышала, что... А я вам советую. Попробуйте вместе с холодным йогуртом. Вот эта горячая кята, очень пряная ароматная зелень внутри, сверху кисленький сумак или гранат и рядом котык. Вот это получится очень такой азербайджанский завтрак, или можно сказать легкий ужин. Hazır değil. Maşallah. Большие тарелки. Те, кто держит диету, азербайджанские рецепты смотреть не должны. А то им плохо станет. А нам будет только хорошо. Потому что с маслом, что Кятырса. лаваш, что кята, что кутабы, всегда вкусно. Gülmez böyle. Koysun. Bir tarafıyla bu öbürsünü gelsin. О, сюда на начинке не пожалела. Посмотрите, какой толстая кята такая получилась, а? Потому что у нас дома гость есть. А сама стройненькая кяту толстую сделала. А что, худенькие никто не любит, все толстенькие любят. Вот, слышали? Слышали, да? Эта женщина жизнь пожила, она разбирается. Она разбирается, что мужчины в Азербайджане обращают внимание на полненьких женщин больше, чем на худеньких. Нет, я шучу. Я тоже шучу. Спасибо, Лав. Раз уже заговорили об этом, давайте я скажу свое мнение. Для любого мужчины очень важно, чтобы его жена была здоровая, имела хороший характер, была трудолюбивая
и чуть-чуть веселая. Да? Она будет чуть-чуть полненькая или чуть-чуть худенькая. Это не важно. Самое главное, чтобы здоровая была. Самое главное, чтобы настроение не портило. Правильно, правильно. Молодец. Что? Попробуем? Вот как выглядит очень хороший катык. Посмотрите, сверху жирная корочка сливок собралась. Но это не проблема. Вот с этого киота этот катык будет очень вкусен. И еще я хотел показать вам, что же такое сумах. Некоторые путают ее с зернами граната. Нет, это совершенно другая ягода. Это именно что ягода, а не зернышки из плода граната. Вот какой он сумах, посмотрите. Вот какой сумах. И этим сумахом посыпают киоту. Знаете, зелень кисловатая, пряная, тесто пропитанное маслом. И кислинка совершенно особая, совершенно уникальная, уксусного оттенка кислинка ягоды сумах завершают композицию. Дорогие друзья, даже такое простое блюдо, как кутабе либо киота, может иметь вариации. Некоторые ее готовят с творогом, некоторые ее могут готовить с сыром, некоторые готовят с чистой зеленью. Кому как нравится, кому как подходит. Но я вам желаю приятного аппетита! Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, 1008 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы
чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании.